А вы что, думали, что Лилье Баро окажется настолько легким соперником, что с ним справится никчемный Банкай Шинигами? Если так, то вы глубоко ошибались. Каждый из элитного отряда Яхве натуральный терминатор. Так давайте поговорим, считается ли авторским произволом победа простого лейтенанта над посланником бога. А с вами Стил, вы на канале Стилейтин, и здесь я рассказываю про то, что в серии нет ни одной новой сцены. В предыдущих сериях аниматоры подогревали мой интерес к аниме, например, добавлением сцены проникновения Штернов во дворец, где нам показывали, что в отличие от манги, солдаты из аниме — это сгустки энергии Яхве. Эта же серия идет с точностью по манге, не отходя ни на шаг. То есть совсем, абсолютно доскональная адаптация манги. Так что и видео у нас будет сегодня экспериментальное. А начинается серия с адаптации 653 главы, то есть с флешбека, который по идее должен быть в конце серии. Нам показывают молодого Сюнсуя, его старшего брата и его жены. Спокойная мирная жизнь Кёраку, еще ученика Академии Шинигами, ничем не омрачена. На момент этого флешбека он даже еще не знаком с Укитаки. И в аниме зрителю старательно пихают в экран две разноцветные заколки, которые носила любящая пара, брат Сюнсуя и его жена. Ну и раз весь сюжет идет по манге, давайте я утолю ваше любопытство еще одной лекцией. Вам же интересно, откуда в сообществе душ, где живут только души, появляются братья, сестры и в принципе родственники? Вероятно, вы вспомните маленького мальчика, которого показывали в начальных сериях Блича. Он был в попугае, а наши герои спасали его от пустого, а затем встретили в Рукангае. Там он познакомился с другими умершими детьми, и они стали жить как братья. Так вот, с Сюнсуем и его братом абсолютно не такая же история. Сюнсуй родился в Сейрейтее и с большой долей вероятности никогда не жил в мире живых. В разборе прошлой серии я давал краткую лекцию на тему того, что в мире Блича душа душе рознь. Не буду пересказывать, если вам будет интересно, можете сами поглядеть по подсказке справа сверху. Сейчас нас интересует лишь то, что Тамаши, проходя круг перерождения, может оказаться как душой в новом теле ребенка из мира живых, так и в духовном теле Рейтай, такого же ребенка, но в Сейрейтее. Как мы знаем, у шинигами есть духовное тело, течет кровь, они болеют, и у них есть все необходимые органы. Соответственно, они так же, как и в мире людей, встречаются, так же, как и в мире людей, женятся, и у них также бывают дети. То есть, между жизнью в Сейрейтее и жизнью в мире живых разницы почти нет. Разве что все находящиеся в сообществе душ сущностей, помимо физических параметров, знакомых нам по реальному миру, владеют еще и духовными параметрами, такими как Риацу или Рейи. На всякий случай напоминаю, что Сейрейтей не равен сообществу душ. Сейрейтей — это только внутренний город, скрытый за стенами, где живут шинигами и их семьи, а за стенами в Рукангае живут те души, которые умерли в мире живых. И, честно говоря, я не знаю, размножаются ли они там. Некоторые подобия семей они создают, но это семьи не по крови, а скорее просто коммуны людей, которые сошлись характерами. Надеюсь, вам было интересно, а мы продолжаем смотреть серию дальше. Признайтесь, в этот момент у вас тоже сердечко ёкнуло? Никто же не подозревал, что Баро выживет после Банкая Сюнсуя. А вот он выжил. Он не врал, что является величайшим творением императора Яхве, и даже обезглавливание не может его убить. Его новая форма... петушка разительно отличается от предыдущей. Как вы знаете, я предрекал, что этот облик Лилье скорее всего будет в 3D, по аналогии с Пернидой. Все же он большой, движений у него много, рисовать тяжело, поэтому на студии могли принять логичное решение отдать его прорисовку в отдел 3D. Но я ошибался. И очень этому рад, ведь нас наградили прорисованным полностью в 2D Баро. Ура! Что еще стоит отметить, так это непонятки с цветом его силы. Как вы помните, в первом куре Блича все Квинси имели синий цвет своей Риацу. Однако потом в Blu-ray версии цвета изменили. Например, Роберт Акутрон получил зеленый цвет Риацу. Очевидно, на студии решили, что Квинси, владеющие
играющие только синим цветом, это скучно. И поэтому в последующих сериях у нас появились красный фольштендик лучшей девочки Квинси, пурпурный у Эснота, фиолетовый у Жизель и так далее. Однако в манге у Лилье в форме самца курицы в покрасе от Shonen Jump был желтый цвет Риацу. Желтый ему очень шел. И когда в аниме начали показывать фольштендинг Лилье, то многие фанаты манги возмутились зеленым цветом его фольша. В 37-й серии же нам наглядно показали, как после потери головы крылья Лилье начинают менять свой цвет с зеленого на желтый с черным. Лилье хвастается своим бессмертием, отращивая руку, после чего делает выстрел. И этот выстрел даже в манге выглядел эпично, а в аниме... В аниме решили снова пофлексить скиллом рисования взрывов и отличным саунд-дизайном. На прошлой неделе был Геккон Джуринджу. На этот выстрел Баро, а затем и его финальная атака, которая вообще выглядит просто роскошно. А что будет на следующей неделе? А на следующей неделе выйдет эпичное 36-минутное видео, в котором я расскажу про то, как никто не понял, что Яхве на самом деле герой мира Блича. Видео от других ютуберов давно устарели, ведь в аниме добавили много новых сцен, поэтому мы с Тадой делаем сразу два видео. Я про мотивацию и жизненный путь, а он доскональный разбор механик его способностей. Его видео ждите на его канале уже в ближайшие недели, а мое выйдет сначала в раннем доступе на Бусти. Поэтому, если вы хотите поддержать меня, то вы можете это сделать с профитом для вас. Спасибо всем, кто уже так сделал, но особенно главному герою Онекс Драгону и главнокомандующим Найт Киви и Николаю Бондаренко. Катен уговаривает Сюнсуя отдаться в руки забытью, ведь все козыри, что были на руках, они использовали, и теперь никто не упрекнет Кюраку в том, что он проиграл. Но из лап смерти капитана вырывает Нанао и просит его достать ее меч. И тут мы подходим к главному вопросу этого видео. Неужели Шинкен Хакьёкен, побеждающий одного из сильнейших Квинси, это авторский произвол? С другой стороны, нам с самого начала показывали Нанао без занпакта. В арке Маятника маленькая Нанао ходила с книгой, но это можно списать на то, что ей просто не давали в руки меч. В 38-й серии Блича Нанао также не носит на поясе классическое оружие шинигами, а добить Чада она хотела не ударом меча, а при помощи кида. Тогда зритель еще не знал порядки ГТ-13 и не мог понять, что это заготовка для такого поворота сюжета. Собственно, и кимоно Сюнсуя, яркое и цветастое, выглядело для зрителя как просто образ для персонажа, а не что-то, что будет важно для сюжета. Две разноцветные заколки в волосах Кюраку тоже проходят в категорию «просто дизайн». Вот только просто дизайн оказался сюжетно важен. Например, как у Нейторы, чья повязка на глазу сыграла свою роль в бою против Зараки. То есть такой дизайн персонажа как минимум сюжетно обоснован. Молчаливую же Кьёкоцу мы уже видели в филлере «Восстание Занпакта», где Нанао пыталась подружиться с ней. Да, события филлера не канон, но вот внешний вид и характер вполне. Но тут вы можете поспорить. А как же рисунок из артбука All Color But The Black? Там же сам Тайта Куба лично нарисовал в руках у Нанао меч. Да, нарисовал. Но, как мне кажется, по степени каноничности обложки манги или страницы из артбука все же уступают непосредственно самим страницам манги. В противном случае нам придется считать каноничной и страницу, где все шинигами изображены в купальник... Такое нельзя показывать на ютубе. Но мою мысль вы уловили. Однако нам прямо в аниме показывают, что когда Нанао поступила в Академию Шинигами, ей, как и остальным, выдали Асаучи, выкованный Оэцу. То есть меч какой-никакой у нее есть. Пусть даже если и он это простая железяка, а никакой не Занпакта. Таким образом, на вышеупомянутом рисунке можно считать, что она изображена не с полноценным Занпакта, а с Асаучи.
Нанао осталась последней в роду клана Исе. Соответственно, клановый меч стал привязан к ней. И именно поэтому она не смогла найти общий язык со своим Асаучи. С этим разобрались, идем дальше. Теперь про способность меча отражать силу бога. Клановые Занпакто владеют множеством имбовых способностей. Например, тот же Энракётен, меч клана Цунаяшира из новеллы «Не убойся своего мира». Или же Мурамаса, меч клана Кучики из филлера «Восстание Занпакто». Собственно, этой сценой и отражение силы бога нам тизерят то, что клановые мечи отличаются от обычных мечей, которые носят шинигами. Клановые мечи не теряют свою силу со смертью владельца, ведь владелец — это весь клан, который передает меч по наследству. Неудивительно, что из-за такой многовековой судьбы они владеют, например, способностью отразить луч петуха-переростка. И раз уж речь зашла о нем, то тут стоит сказать, что сила кланового меча оказалась как нельзя кстати. Просто оцените уровень сил. Лилье Баро — первый Квинси, получивший шрифт, и лучшее творение Яхве. Он усилился и возродился после Аусвелена, вобрав в себя силы умерших Штормритеров и сотен солдат. Затем его император открыл в себе Алмайти по новой, что еще больше его усилило. Далее он включил максимальный уровень мощи Квинси, Вольсштендинг, а затем применил Склаверай, еще одну усиливающую технику, причем собрав рейши с гигантской территории. И всю эту мощь он вложил в один единственный удар. Удар, который снес подчистую большую часть одного из бывших дворцов нулевого отряда. И такой невероятный удар отразил меч клана Исе. Не нанес сам, не испустил мощный луч, а просто отразил, как зеркало. Зеркало имба получается? Нет, зеркало не имба, а просто отражает мощнейший удар обратно в атакующего. А то, что это был удар посланника бога, так это вполне логично, учитывая то, на какое читерство был способен тот же самый Энракётен. Таким образом, я лично для себя прихожу к выводу, что никакого авторского произвола здесь нет. А какое у вас мнение на этот счет? Что это рояль и Барос Лили, и наоборот, в серии внятная история и хорошая драматургия? Какие ваши впечатления от серии и от моего видео, которое на этот раз не является пересказом серии и сравнением с мангой? Жду вас в комментариях, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.